Сегодня 20 мая 2021 года, и мы направляемся на кемп на 3 дня на озеро Falling Leaf в горах, которые находятся возле озера Тахо. В Сакраменто сегодня 72 градуса по Фаренгейту, ночная температура ожидается 58. Там дневная температура ожидается 45 градусов, ночью 22-25 и возможен снег. Несколько наших друзей отказались от кемпа из-за холода и не поехали, а мы и еще 4 семьи запаслись дровами и решили съехать. Про это озеро мы уже говорили много лет назад, но один из наших друзей заказал кемп, и мы решили присоединиться. Вот мы встретили наших друзей и решили остановиться с ними поговорить. Окей, мы немножко отдохнули, и я продолжу свой рассказ. Сейчас это еще не сезон. На этом кемпе он только недавно открылся после зимы. И было много свободных кемпов, хотя через пару недель после нашего заказа на эти даты кемп активно стал заполняться. Или иными словами, если бы мы не заказали заранее, остались бы без кемпа. На сезон заказать очень сложно, особенно так как мы ездим по 5-6 кемперов, и порой мы целыми семьями встаем в 6 утра за 7 месяцев до поездки и по 2 недели день в день бьемся на заказном сайте за кемп. Так что не все так легко. Дорога туда постоянно вверх, а назад будем ехать накатом с горки. На это время рассчитываем покататься на великах, может быть, и сходить на хайк. А так там пишут, что можно и рыбу ловить, но надо выплывать на лодке. В общем, мы пока едем в разведку. Что можно сказать про само озеро? Озеро находится на высоте 6377 фитов. Это 1944 метра. Максимальная глубина 415 фитов, или 126 метров. Максимальная длина около 3 миль, или 5 километров. И считай пешая дистанция от озера Тахо. Сам кемпинг имеет 206 кемпсайтов, включая 6 юрт с подводом электричеством. Стандартные места для палаток и автодомов. Для автодомов подключения нет, как и для слива черной и серой воды. Есть души и туалеты. Кемп обычно открыт с середины мая до середины октября. Вот такая вся информация, которую мы знаем про Falling Leaf. А там, сейчас вот заедем, посмотрим. Мы уже практически подъезжаем к нашему кемпграунду. Уже едем по территории самого парка. И вот шаг за шагом приближаемся. Еще нам осталось совсем чуть-чуть. Вот мы практически приехали. Ну и все. Вот. Май месяц, 20 число. А у нас Калифорния. Калифорния. У нас снег валит, хлопья. Сколько? 43 градуса, 42. Какая красота сегодня. Там красивая гора. Солнышко светит. Мороза там не хватает. Организованной толпой идем мы на обед. Дорогу заметет, назад будем у Ольки ночевать. Да, похоже. О, кто-то здесь пеньков понатыркал.
ребятишек раскидывали. Но не знаю, как она передаст этот снег. Но... Вот оно, озеро. Еду по трейлу вдоль озера. Там гора. Здесь лавочки есть. Бобры дерево сгрызли. А бобров не видать. Какое-то интересное растение. А где моя? Она пошла налево. Я там позвонила Оля. Давай уходит налево. Я тоже тихо. Он тоже на встречу. Что-то здесь рыбы не видать. Грязь видно, а рыбы не видно. Такое огромное дерево. Что там, Таня? Он холодно? А ну. Мальчик? А, ты ж набирала холодно, это нет. Ой, как хорошо. Слушай. Ну, так это ж снег, это ж Это благодать. Тише, Ваня снимает, тише. А почему тише? Контролируйте свой язык. А что так? Неужели мы когда-нибудь не контролируем? Других национальностей. Ну да. Что-что? Ну, русский человек от других национальностей. Для русского погода никогда не сбивает все планы. Вот, возвращаемся Ой, елочка какая красивая. на кемпграунд. Вот наш новый день. Там гору видно. Все кругом снегу.
Вот это озеро сегодня у нас утром. Запыхался, пока доехал. Тишина. Даже озеро сегодня почти что не шумит. Еду назад в палатку. Уже пыльца сосны падает, желтые лужи. Это у нас когда-то говорили радиация. Вот такой он сейчас кемпсайт наш. And how much is yurt? That I don't know. Oh. Снег идет. А мы в хате сидим. Да, в хате греемся. Как упала температура. Уже 33, вау, уже мороз. 33 градуса. Детство фотографировать собрался. Я тебя снимаю, Секунду. как твое сало догорает. Ты сделай фотку, бо я вже... Держу. Бога это, мягко говоря, не обрадовало. И он послал пророка Нафана обличить Давида в грехе. Вот что сказал Нафан. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом о меня». Это не спеши. Будешь кушать, потом второе. Тоже ели? Попробуйте. Вони не їли такого. То, що моє, я їли. Это ж сало. Аж пальці О, как шкварчит. Андрей, им надо инструкции сначала давать. Раз уже взялись туда. Пахнет очень хорошо. Ну, конечно. Это те, що вчора ви їли, сире і копчене. Никогда не жил. Скажет, их потом не было здесь. Да, у нас, видишь, даже луна видна. Ну, Ось сьогодні навіть луна появилась. Вчора не було. Вчера вообще снег никогда не Вчора снег И був. волки не воют. Да, они сидели мокрые. А еще. я говорю, Андрюша там, Глянь, он бачишь, свою что делал. казиву поставил, и они сидят. под Тоня, он казивой. А чё осталось ты не остатки вытянул роскоши под Коля елками. вытянул. Так Коля вытянул, чё ж костер туда не поставил. Ну там на Могли слух, просто у поставить, нас а там она столовая. Мы тут и сели. сегодня мы вышли прогуляться по Visitors Trail. Visitors центр закрыт. Пойдем чуть-чуть пройдемся по этой дорожке, посмотрим, куда она идет. Отсюда мы вышли. Куда-то мы идем. А тут все закрыто. А сейчас посмотрим. Все там закрыто, все. Зачем мы сюда идем тогда? Ну давай хоть до дверей дойдем. Палата закрыта, чтобы посмотреть под ручьем, что плавает. Здесь уточка плавает. Рыбы не видать сдалека. Но здесь, конечно, наверное, действительно осенью красота. Да, я думаю. Здесь очень красиво будет осенью. Я
думаю, что на осень ты здесь ничего не стягиваешь. Это я не знаю, как взять. Надо приехать и посмотреть. Это надо смотреть чуть ли не каждый час. Да. Даже русскоговорящих по дорожке встретить. Это, наверное, антибобровое покрытие. Бобры закрыли дорогу в ручейке. Ручей говорливый, вот. Ну не видно рыбы, да? Здесь тишина. О, утята, смотри, какие утята. Тык-тык-тык-тык. Вот так вот так. Ну, вот ешь. Один нашелся правильный. Я пойду своей дорогой. Так вот шли мы и пришли. И встретил нас трактор. И вот что это такое вот? Это вот называется по-белорусски болото. Ну оттуда можно попробовать пройти, давай? Кто-то же сюда ходил, пошли сюда. Ну, если бы я кого-то вел сюда, сказали бы, что Сусанин. Ну да. Типичное болото. Хорошо, что я пошел сюда сам. Так, что-то вот там бобряная поляна. Вот перед нами Тагла. Мы сейчас туда еще выйдем. Пошли выйдем туда. Дерево вот это с корнями. Талак Historic Site. Вот она Тагла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ужас. И краев не видать. Да. Там за туманом, да? Но съемку делаешь ярче. Просто быстрее проведу. Так, еще раз. Потому что кто-то начал говорить и ничего не договорил. Так, мы возвращаемся назад с озера Тагла. Время? 10:26 было время, когда я начинал видео, но я его не нажал. Вот. Начался снег. Возвращаемся зимой, а и шли весной. Посмотрим, сколько мы вернемся назад на кемп. Вот кто-то придумал сюда нести дрова. Аж оттуда. О. Чтоб на поляне посидеть. Но Сухой. Шевеленко где-то схватил и пропал вместе с дровами. Наверное, где-то кого-то думал. Мы уже практически собрались. Последний день сегодня у нас. Солнышко светит. Птички поют. Птички даже поют сегодня. Велосипеда так прыгали, что колесо возьмет. Мало, все. Она домой на плечах прыгнет. Ой. Так, держи, на класс.